Всем привет! Выдался неожиданно у меня сегодня выходной, поэтому не будем ничего делать, а лучше давайте я вам покажу то, что уже сделал. Первым делом я взял вот такой наперсток. Валялся он у меня уже давно, был сломан, немножечко тут была трещинка. Сверлом на 1,5 проделал отверстие. Получился вот такой колпак. Потом взял надфиль, полукруглый и плоский. И, конечно же, косяк. И отправился на охоту. Для начала первым делом раздобыл в гараже вот такую медную трубку. Это, видимо, от автомобильной какой-то, может, тормозной системы, не знаю. Ну, стенки довольно-таки приличной толщины. Отшлифовал. Внутри прошелся длинным сверлом на 4, разогнал отверстие, сформировал там чистую поверхность. Потом нашел вот такой кленовый чопик. С него я сделал, собственно, мундштук. Трубка на 6, отверстие на 4. Здесь тоже рассверлился на 6. Ну, точнее на 5,5. И уже трубкой притер, разогнал отверстие. Здесь троечкой. В чем суть? Почему он такой длинный? Здесь вот у меня засверлено достаточно глубоко, примерно вот так, что позволяет мне установить в мундштук вот сюда фильтр для самокруток, вот как раз на 6. У нас получается фильтрующий элемент. Ну и естественно, здесь сделал из нити капроновой, проштробил канавку маленькую и в 2 реди закрутил нить. При смачивании она стянулась и не хуже, чем, по сути, металлическое кольцо. Конструкция получилась довольно-таки надежная. Фильтр после использования можно с помощью зубочистки выпихнуть назад. И потом нашел я кусочек клена, огрызок такой вот. Точно так же просверлился в нем на 6, где-то до сюда. Потом дошел троечкой до дна камеры. Камеру форстнером на 15 тоже разогнал. Чуть-чуть, конечно, все это дело подшлифовывалось, подгонялось. Наперсток идет на конус. И вот здесь вот, кстати, вот эта накатка как нельзя пришлась. Она и является вот местом максимального сопряжения поверхностей и надежно фиксирует там колпак. Садится он практически до дна. Собираем все это дело вместе и получаем вот такую трубку. Показать, как ее делать, особо не покажешь. Делал я ее, в принципе, вот этими инструментами. Это был такой проект в кармане, просто периодически там таскал с собой заготовку, с помощью надфиля придавал ей форму, ну, где-то помогал косячок и наждачка. Получился вот такой чилин. Моделька получилась такая стелс, ее достаточно удобно держать в руке, незаметно. Располагается вот она вдоль линии всей руки. Сама камера сделана вот снаружи, вот есть такой козырек, то есть напоминает она всю такую кепку машиниста, что ли. Вот эта пяточка очень удобно позволяет вот придерживать трубку между пальцев, хоть так, хоть этак. Трубочка получилась маленькая, ну, при использовании греется, конечно, в основном железяка, но к концу прокуривания камеры нагревается и деревяшка. Достаточно ощутимо, но в руках держать можно. При этом дым не горячий за счет того, что вот медная достаточно длинная трубка, она как радиатор охлаждает дым. И вот мой такой утилитарный взгляд на этот девайс. Думаю, кому-нибудь будет интересно. В чем плюсы конструкции? Ну, во-первых, это миниатюрность.
при всех характеристиках полноценной трубки. Съемный колпак. Долговечный достаточно. Эта железяка будет прогорать очень долго. Ну, снять, легко почистить. Также легко почистить здесь. После использования, опять же, легко добраться. Фильтр, как я говорил, в принципе выкидывается. Тоже легко все чистится. Трубку, понятное дело, можно помыть и прочистить как угодно. То есть достаточно утилитарная штука, разбирается. В таком состоянии ломаться нечему, все достаточно крепкое. Походный вариант. Ну а также радует наличие возможности ставить фильтр в систему. Я в трубостроительстве, можно сказать, новичок. Ну, вот такой мой взгляд. Есть у меня вопрос, может кто-нибудь знает, чем можно обрабатывать поверхности дерева в трубках внутри, для уменьшения гигроскопичности, чтобы не натягивало смолы. Вот как вот в данном случае. Какие составы применяются. Если кто матерый знает, ну, подскажите. Буду благодарен. А так, вот такой девайс. Кому понравился, ставьте лайки. Кому тема интересна, пишите. Может, сделаю что-то еще. Есть у меня, конечно, предположение, как можно еще улучшить конструкцию. Вот. Но пока чилим. До новых встреч.